Всем привет! Меня зовут Марина, и мы с вами находимся на канале о вязании. Сегодня в этом видео я предлагаю вместе со мной связать вот такие вот красивые, но при этом очень простые детские носочки. Надеюсь, данное видео будет вам понятным и полезным, поэтому жду от вас обратную связь в виде просмотров, лайков и комментариев. Данные носки в мастер-классе я буду вязать на размер ноги где-то 28-30. Данный блокатор я заказывала на размер ноги вот 29. Как вы видите, на данном блокаторе вот носочек сидит прям идеально, нигде ничего не топорщится и не болтается. Но так как это у нас идет вязаное полотно, и оно у нас, видите, хорошо тянется. Поэтому вот на 28-30 данные носки подойдут идеально. С учетом того, что пряжа в процессе носки может немножечко растягиваться, поэтому данные носки, я думаю, и до 31 размера точно ребенок сможет носить. Но сейчас в любом случае, перед тем, как приступать к вязанию, я вам, во-первых, расскажу принцип вязания данных носочков так, чтобы вы их смогли связать абсолютно на любой размер ноги. А начнем мы, пожалуй, с пряжи. Смотрите, в мастер-классе эти носочки я буду вязать из пряжи Alize Lana Gold. Метраж у данной пряжи будет идти на 100 грамм 240 метров. И состав у данной пряжи 51% акрила и 49% шерсти. Вязать эти носочки в мастер-классе я буду на 2 чулочных спицах. При этом они связаны абсолютно без единого шва. Значит, смотрите, для вязания резинки мне понадобится 2 чулочные спицы, диаметр 3 мм. И основное полотно я буду вязать на 2 чулочных спицах 3,5 мм. Значит, смотрите, вначале мы с вами свяжем вот половину резинки. Далее приступим к вывязыванию вот этой вот красивой ажурной части носка, то есть верхняя часть носка. Далее сделаем заужение на мысок, после чего приступим к вывязыванию подошвы, пятки и, соответственно, верхней части данного носочка. Смотрите, как я считаю, модель данных носочек идет универсальная, то есть подойдет как для мальчиков, так и для девочек. Поэтому расцветку вы можете выбирать самостоятельно. Можно данные носочки вязать как вот в мастер-классе я буду вязать цветные, так и однотонные. То есть этот момент уже на ваше усмотрение. Смотрите, связать данные носочки на больший или меньший размер ноги можно будет вот как раз-таки прибавив или наоборот убавив буквально несколько петель, соответственно, на резинку, основное полотно и подошву. В процессе вязания я буду вам говорить, если данные носки, к примеру, нужны на меньший размер ноги, то сколько же я рекомендую набрать петель. Но в любом случае, посмотрев данный мастер-класс и поняв вот именно принцип вязания, я думаю, у вас не составит сложности связать эти носочки абсолютно на любой размер ноги. Поэтому, друзья, надеюсь, вам нравятся данные носочки, и вы сейчас с удовольствием свяжете их вместе со мной. Поэтому берем пряжу, готовим спицы и приступаем к вязанию. А теперь 1 минутка рекламы. Девочки, если вам необходима пряжа, то я рекомендую заглянуть в интернет-магазин или Пряжа Су, или интернет-магазин Кальве. Сейчас я сотрудничаю с данными интернет-магазинами, и эти магазины для всех моих подписчиков предоставляют скидку 5%. Ниже в инфобоксе я вам оставлю ссылки на интернет-магазин Пряжа Су с промокодом, по которому вы сможете получить скидку 5%, и на интернет-магазин Кальве также с промокодом, которым вы можете воспользоваться. Поэтому обязательно заглядывайте в данные интернет-магазины и радуйте себя приятными покупками. На 2 чулочные спицы, диаметр спицы, как я сказала, для резинки я буду использовать 3 мм. Обычным способом набора с помощью длинного хвоста я набираю 18 петель. Значит, теперь смотрите, если эти носки вам нужны на меньший размер ноги, то количество петель на резинку я набирала бы в любом случае это, что я показываю и в мастер-классе. Если
данные носочки нужны чуть на больший размер ноги, то можете набрать на несколько петель больше. Или более, скажем так, правильно, я бы набирала на больший размер ноги это количество петель, что я показываю и в мастер-классе, только резинку я бы связала спицами не 3 мм, а 3,5 мм. На спице я сейчас набрала 18 петель, и мы приступаем к вязанию первого ряда. Первую кромочную петлю я просто снимаю, не провязывая. Далее я сейчас буду вязать резинку 1 на 1. То есть одну петлю я буду провязывать лицевой, и следующую петлю я буду провязывать изнаночной. То есть дальше я буду вязать вот одну петлю лицевую, одну петлю изнаночную, одну петлю лицевую, одну петлю изнаночную. Таким образом мы довязываем первый ряд до конца, провязывая одну лицевую и одну изнаночную петлю. В конце ряда я провязала одну лицевую, одну изнаночную петлю, и все последние кромочные петли на протяжении всего вязания я буду провязывать также вот изнаночной петлей, после чего вязание переворачиваю на изнаночную сторону. С изнаночной стороны здесь опять первую кромочную петлю я просто снимаю, и дальше все петли я буду провязывать по рисунку. То есть вот лицевые петли я буду провязывать лицевыми, изнаночные петли я буду провязывать изнаночными. То есть я дальше продолжаю вязать резинку 1 на 1, провязывая одну петлю лицевую и одну петлю изнаночную. Таким образом, вот эту резинку, вот она у нас идет 1 на 1, я сейчас провяжу 16 рядов. Высоту этой резинки вы можете регулировать самостоятельно. То есть вы можете эту резинку связать как повыше, так и более короткой. Поэтому здесь этот момент вы регулируете самостоятельно, исходя из ваших предпочтений. Сейчас за кадром я провяжу нужную высоту резинки, далее измерю ее в сантиметрах. Итак, вот я провязала высоту резинки, как я сказала, 16 рядов. И если в сантиметрах, это у меня получается, ну вот ровненько как раз 6 сантиметров. Теперь я буду переходить к вязанию основного узора. Основной узор, как вы видите, я буду вязать нитью контрастного цвета. Теперь смотрите, что касается вот этой ниточки от моточка голубого цвета. В принципе, ее сейчас здесь можно не обрывать, так как, смотрите, мы сейчас свяжем вот основной вот этот узор верхней части. Далее из середины моточка я достану вторую нить голубого цвета, и этой второй ниткой я свяжу вот эту часть мыска. Далее свяжу подошву. Этой же ниткой, которой я вязала мысок, я вывяжу пятку, верхнюю часть. И вот как раз таки, когда я приступлю к вязанию второй части резинки, я возьму вот эту нить и закончу вязать резинку этой же ниточкой. Смотрите, в том случае, если эта нить будет вам мешаться, и вы не боитесь прятать, скажем так, лишних кончиков, то в этом случае можно эту нить здесь сейчас обрезать. Раппорт вот этого основного нашего узора по верхней части будет равен 4 петли плюс 1 петля симметрии и плюс 2 кромочных петли. Значит, смотрите, вот здесь на резинку я набирала 18 петель, а для того, чтобы вписаться ровно в раппорт узора, мне сейчас необходимо 19 петель. Поэтому сейчас при провязывании следующего ряда я прибавлю 1 петлю. Если данные носки вам нужны, опять же, или на больший, или на меньший размер ноги, то вот эту верхнюю часть я бы рекомендовала вязать все точно так же, как и в мастер-классе. Значит, смотрите, основной узор, вот этот, я буду сейчас вязать на 2 чулочных спицах 3,5 мм. Поэтому, смотрите, если данные носочки вы захотите связать на больший размер ноги, то их ширину можно будет отрегулировать вот именно подошвой. То есть подошву связать на несколько петель шире, за счет этого и сами носочки получатся чуть шире. Если данные носочки нужны на меньший, к примеру, размер ноги, то есть если особенно на там совсем маленького ребенка, то верхнюю часть вяжем точно так же, только можно продолжать вязать эту верхнюю часть
спицами 3 миллиметра. Поэтому я сейчас беру нить контрастного цвета, кончик нити просто прикладываю к краю, беру спицы на пол размера больше и приступаю к вязанию. Первую петлю я сейчас просто буду снимать, не провязывая. Далее вторую петлю я буду провязывать изнаночной. То есть мы сразу начинаем вязать основной узор. То есть у нас идет кромочная, 1 петля изнаночная. Далее 3 петли мы должны провязать лицевыми. 1, 2 и 3. Далее опять 1 петля изнаночная, 3 петли лицевых. 1 петля изнаночная, 3 петли лицевых, 1 изнаночная. И сейчас давайте вот здесь в этом месте мы сделаем вот эту недостающую 1 петлю, то есть сделаем 1 прибавку. То есть вот мы провязали 1 изнаночную, дальше я вяжу 1 лицевая. Вот здесь я поднимаю между этими 2 петлями вот эту протяжку и одеваю ее на левую спицу. И эту протяжку я сейчас провяжу лицевой петлей за вот эту вот короткую переднюю стенку. То есть вот у меня из протяжки идет 2 лицевая и 3. В конце ряда у нас идет 1 петля вот симметрии изнаночная, и кромочную петлю я также провязываю изнаночной петлей. То есть наше вязание после кромочной начиналось с изнаночной петли и заканчивается изнаночная петля и кромочная. Далее вязание я переворачиваю на изнаночную сторону и беру вторую спицу, вот 3,5 миллиметра, и приступаю к вязанию второго ряда основного узора. Первую кромочную петлю я снимаю, и далее во втором ряду основного узора я все петли буду провязывать по рисунку. То есть у меня будет получаться 1 петля лицевая, 3 петли изнаночных, 1 петля лицевая, 3 петли изнаночных. Так мы довязываем второй ряд основного узора до конца, провязывая вот все петли по рисунку. Второй изнаночный ряд я провязала, вязание перевернула на лицевую сторону и приступаю к вязанию третьего ряда основного узора. Первую кромочную петлю я сейчас просто снимаю. Далее изнаночную петлю я провязываю изнаночной, и вот у меня идут 3 лицевых петли. Первую петлю я сейчас просто снимаю, не провязывая, с левой спицы на правую. Далее провязываю следующих 2 петли лицевыми, то есть вот 1 лицевая и 2 лицевая петля. И первую снятую петлю, которую мы снимали с левой спицы на правую, я ее протягиваю и спускаю вот через только что провязанных 2 лицевых петли. Далее наше вязание повторяется. 1 петля изнаночная. Далее вот 3 лицевых петли. Первую петлю я снимаю. 2 следующих петли я провязываю лицевыми, 1 и 2. И снятую петлю первую я протягиваю и спускаю через только что провязанных 2 лицевых петли. И опять 1 изнаночная. Петлю сняла. 2 следующих петли я провязала лицевыми. И снятую петлю протянула вот и спустила через только что 2 провязанных петли. В конце ряда вот у меня получается 1 изнаночная, и последняя кромочная петля я также провязываю изнаночной петлей, и вязание перевернула на изнаночную сторону. С изнаночной стороны первую кромочную петлю я просто снимаю. Далее у меня идет 1 петля лицевая, я ее провязываю в изнаночном ряду также лицевой петлей. И вот идут вот этих 2 петли, которые я провязала и потом петлю вот протянула. Здесь мы в изнаночном 4 ряду. Это провяжем следующим образом. Значит, 1 петля изнаночная. Далее мы должны сделать накид, то есть рабочую нить набрасываю на правую спицу к себе вот таким вот образом. И еще 1 изнаночная петля. Далее вязание у нас повторяется. Значит, смотрите, 1 лицевая. Вот идут этих 2 петли. Значит, первую я провязываю изнаночной. Далее вот к себе делаю накид. И еще 1 изнаночная петля.
Далее опять 1 лицевая, изнаночная, накид к себе и еще 1 изнаночная петля. Так мы довязываем 4-й ряд основного узора до конца. И это мы только что с вами провязали 1 раппорт узора в высоту. То есть он у нас будет равен 4 провязанным рядам. Далее вязание у нас будет повторяться. Давайте еще один раз провяжем этот раппорт вместе. Далее продолжите вязать самостоятельно. То есть первую кромочную петлю я снимаю. Далее я провязываю 1 петлю изнаночную. 3 следующих петли я провязываю лицевыми. 1 лицевая. Накид я провязываю лицевой петлей за заднюю длинную стенку, так, чтобы образовывалась дырочка. Вот 2 лицевая и 3. 1 изнаночная, 3 петли лицевых. 1 лицевая, вот накид за длинную стенку. 2 лицевая, 3. 1 изнаночная, 3 петли лицевых. И приступаем сразу к вязанию 2-го изнаночного ряда. Во 2-м изнаночном ряду мы все петли провяжем по рисунку. То есть это получается 1 лицевая, 3 изнаночных, 1 лицевая, 3 изнаночных. 3-й лицевой ряд. Первую кромочную петлю я снимаю. Далее у нас идет 1 петля изнаночная. И вот и тут 3 лицевых петли. Первую петлю я просто снимаю, не провязывая. Следующих 2 петли я провязываю вот лицевыми, 1 и 2. И снятую петлю протягиваю, спускаю через 2 провязанных лицевых петли. И опять 1 изнаночная. Петлю первую снимаю. Следующих 2 петли я провязываю лицевыми. И первую петлю, которую я просто снимала, я ее протягиваю и спускаю через 2 провязанных петли. Так мы довязываем 3-й ряд основного узора до конца. 4-й изнаночный ряд. Первую петлю я снимаю, далее 1 петля лицевая, и вот идут 2 наших петли, через которые мы протягивали первую петельку. Первую петлю я провязываю изнаночной, далее делаю накид, набрасывая рабочую нить на правую спицу к себе, и еще 1 изнаночная петля, и опять лицевая, изнаночная, накид, изнаночная. То есть так мы довязываем 4-й ряд основного узора до конца. Итак, вот мы с вами провязали и 2-й раппорт нашего узора. Как я сказала, далее наше вязание будет повторяться с 1 по 4 вот ряд на нужную высоту. Теперь смотрите, если мы сейчас посмотрим на готовый носочек, то этих раппортов у меня здесь провязано 11. Но смотрите, какой здесь получается момент. Опять же, вот эту высоту носка вы можете регулировать самостоятельно. То есть мы берем связанное полотно и можем просто приложить к ноге ребенка. То есть, скажем так, вот на ту высоту, докуда вы хотите, чтобы были данные носочки, и вот по передней части до, скажем так, примерно мизинца на ножке малыша. Поэтому, к примеру, если вы хотите, чтобы данные носочки были чуть повыше, соответственно, вы здесь можете провязать большее количество раппортов. Поэтому сейчас за кадром я провяжу вот эти нужные мне 11 раппортов. Далее измерю высоту этого участка в сантиметрах, так, чтобы вы могли ориентироваться не только на количество провязанных раппортов, но и на количество сантиметров, которые мы должны получить в итоге. Итак, смотрите, вот я провязала ровно 11 раппортов основного узора. То есть вот у меня здесь связана 11-я вот эта вот дырочка, если считать вот именно по вот этим отверстиям. И теперь я провяжу 2 ряда от 12-го раппорта. То есть получается, я сейчас провяжу 2 ряда, провязывая все петли по рисунку. То есть у меня будет идти кромочная, 1 петля изнаночная, 3 петли лицевых, 1 изнаночная, 3 петли лицевых. Итак, вот теперь я провязала, получается, всю высоту полотна, то есть от резинки
до вот этого мыска, который мы сейчас с вами будем вместе вывязывать. И теперь, если измерим нашу заготовку в сантиметрах, получается, значит, основной узор вот у меня связан где-то около 17 сантиметров. И общая высота заготовки получается вот как раз таки, ну вот около 23 сантиметров. И теперь, значит, на этом этапе мы будем приступать к вязанию мыска. Значит, смотрите, по поводу ширины. Во-первых, видите, у нас идет полотно эластичное и хорошо тянется. Поэтому здесь однозначно, скажем так, измерить ту ширину, которая получается, сложно. Поэтому вот в ровном, не растянутом виде, то есть вот у меня ширина получается, ну вот где-то примерно 7,5 сантиметров. Ну а я сейчас достаю из середины моточка нить голубого цвета. И мы приступаем к вязанию мыска. Значит, смотрите, на спицах у меня сейчас здесь расположено ровно 19 петель. Поэтому мы берем 19 этих петель, делим на 3 части. При этом 2 вот эти боковые части у нас должны всегда состоять из одинакового количества петель. Поэтому эти 19 петель я разделю следующим образом. 6 петель одна боковая часть, 6 петель вторая боковая часть и 7 петель центральная часть. То есть, соответственно, сейчас в мыске здесь я буду убавлять петли в каждом лицевом ряду в начале и конце ряда до тех пор, пока на спицах у меня не останется 7 петель. Поэтому сейчас первую кромочную петлю я просто снимаю. Вот я взяла нить контрастного цвета и просто вот кончик, видите, прикладываю к краю. Никаких закрепляющих узелков я не делаю. И следующих вот этих 2 петли я провязываю 2 вместе лицевой петлей. Далее вяжу все петли лицевыми, это в лицевом ряду, не довязывая до конца этого ряда 3 последних петель. Когда в конце ряда у нас осталось 3 петли, здесь также первую и вторую петлю я сейчас провяжу 2 вместе лицевой петлей, и последнюю кромочную петлю я провяжу изнаночной. Вязание я переворачиваю сейчас на изнаночную сторону, и с изнаночной стороны первую кромочную петлю я снимаю, и все остальные петли я просто провязываю лицевыми. Так как мысок я сейчас буду вязать платочной вязкой, поэтому все петли и в лицевом, и в изнаночном ряду я буду провязывать лицевыми. В изнаночном ряду никаких убавлений я делать не буду, поэтому в изнаночном ряду я просто все петли провязываю лицевыми. Последнюю кромочную петлю я провязываю изнаночной, кончики вот эти я все подтягиваю, и вязание я переворачиваю на лицевую сторону. Сразу скажу, вот эту нить розового цвета от моточка здесь я также не обрывала сейчас. То есть вот я продолжаю вязать мысок нитью голубого цвета. Первую кромочную петлю я просто снимаю. Это я вяжу 3-й ряд мыска лицевой. Следующих 2 петли после кромочной в начале ряда я провязываю 2 вместе лицевой петлей. И опять вяжу все петли лицевые, не довязывая до конца этого ряда последних 3 петель. Когда в конце ряда у нас осталось 3 петли, первую и вторую петлю я провязываю 2 вместе лицевой петлей, и последнюю кромочную петлю я провязываю изнаночной. Вязание переворачиваю на изнаночную сторону, и с изнаночной стороны я все петли просто провяжу лицевыми. Далее в лицевом ряду я снова буду делать убавление в начале и конце ряда. То есть так мы вяжем мысок, убавляя петли в каждом лицевом ряду в начале и конце ряда до тех пор, пока на спицах у нас не останется 7 петель. И вот смотрите, я провязала всю высоту мыска, то есть до тех пор я убавляла петли, пока на спицах у меня не осталось вот 7 центральных петель. И давайте измерим вот этот участок в сантиметрах. Вот он у меня занимает ровно 3 сантиметра. И это мы с вами вывязали всю верхнюю часть нашего носка. И, соответственно, общая длина у нас составила, ну вот, около 26 сантиметров. Теперь мы будем приступать к вязанию мыска вот в обратном направлении, то есть там, где у нас будет идти подошва. Далее мы сейчас свяжем с вами подошву и приступим к вывязыванию пятки.
Теперь смотрите, вот эту деталь мыска мы сейчас, как я сказала, должны связать в обратном направлении. То есть у нас должно быть столько же провязано платочных дорожек с обратной стороны, сколько и вот здесь мы провязали. А здесь, если посчитать, мы провязали 6 платочных дорожек. Теперь в конце каждого ряда из кромочных петель мы будем поднимать по одной дополнительной петельке. Сейчас вначале я вам покажу, каким образом мы это будем делать. Далее скажу, сколько петель конкретно мы должны с вами получить в итоге. Поэтому приступаем к вязанию первого ряда мыска, вот именно, который будет относиться к подошве. Первую петельку я сейчас просто снимаю, не провязывая. Далее вяжу все петли лицевые, включая последнюю кромочную петлю. Ее я сейчас также провязываю лицевой вот петлей. Далее мы сейчас должны посмотреть на наши кромочные петли. Вот мы сейчас провязали, теперь поочередно мы будем поднимать вот эти кромочные петли. Вот они у нас идут в конце каждого ряда. Теперь смотрите, мы с вами должны сейчас провязать 6 платочных дорожек. Теперь посчитаем те кромочные петли, которые мы сейчас будем поднимать, для того, чтобы вам было все максимально понятно. То есть вот мы провязали, сейчас мы поднимем первую петлю, вторую, третью, четвертую, пятую, и вот отсюда я подниму шестую петельку. Это в тот момент, когда я буду вязать сейчас мысок голубым цветом. Поэтому сейчас вот в конце ряда я поднимаю кромочную петлю. Поднимать я буду ту стенку кромочной петли, которая расположена ближе к изнаночной стороне. То есть вот идет лицевая сторона, и у нашей кромочной петли есть две стенки. Стенка петли, которая расположена ближе вот к изнаночной стороне, и стенка петли, которая расположена ближе к лицевой стороне. То есть на спицу я сейчас вот подхватываю ту стенку петли, которая расположена ближе к изнаночной стороне, и эту петельку я сейчас провязываю изнаночной. В данный момент это является моей кромочной петлей. И вязание сразу переворачиваю сейчас на изнаночную сторону. С изнаночной стороны первую петлю я снимаю, вторую петлю я провязываю сейчас лицевой, третья лицевая, четвертая. Вот лицевая, последнюю кромочную петлю здесь я также сейчас провязываю лицевой, и в конце изнаночного ряда я сейчас также буду поднимать следующую кромочную петлю. Еще раз смотрите, вот раз, два, три, четыре, пять, и вот здесь я подниму шестую кромочную петельку. То есть, опять же, у нашей кромочной петли есть две стенки. Я поднимаю ту стенку, которая расположена ближе к изнаночной стороне, и провязываю эту петельку изнаночной. И вязание сразу переворачиваю на лицевую сторону. Еще один раз. Смотрите, первую петлю я снимаю, вторую лицевую провязываю, третью, четвертую, 5, 6, 7, 8. Девятую петлю последнюю я также провязываю лицевой, и далее поднимаю, получается, вот следующую кромочную петельку. Вот она у нас идет. То есть так как одну мы уже подняли, вот идет вторая, третья, четвертая, пятая, и, как я сказала, вот идет наша шестая петля. То есть вот кромочная, мы ее провязываем изнаночной. Вязание переворачиваю сразу на изнаночную сторону, и опять первую снимаю. Все остальные петли до конца этого ряда я провязываю лицевыми. Лицевая. И вот смотрите внимательно, вот идет следующая наша кромочная петелька. Ее я провязываю изнаночной. Теперь смотрите, таким образом мы дальше продолжаем вязать вот этот наш мысок, прибавляя по одной кромочной петли в конце каждого ряда. Теперь смотрите, я хочу, чтобы данные носочки максимально, скажем так, облегали ногу и нигде ничего не болтались. Поэтому рекомендации, скажем так, от меня. Сейчас, когда я буду вывязывать вот эту подошву я буду вязать из 17 петель. То есть еще раз, смотрите, на резинку я набирала 18 петель,
Основной узор я вязала из 19 петель, и подошву я буду вязать из 17 петель. Поэтому, если данные носки вам нужны на больший размер ноги, то вы сейчас прибавляете эти петли как раз-таки до 19. То есть, скажем так, чтобы у вас было то количество петель, которое вот здесь у нас было и изначально. То есть 19 петель. Так как я сейчас вяжу вот на размер, получается 28-30, и я хочу, чтобы эти носочки хорошо облегали ногу, то я сейчас буду делать прибавление этих петель до тех пор, пока на спицах у меня не будет 17 петель. Итак, смотрите, вот я провязала участок мыска, прибавляя в конце каждого ряда вот одну петлю из кромочной. До тех пор, как я сказала, пока на спицах у меня не будет 17 петель. Соответственно, если вам нужно сейчас прибавить 19 этих петель, чтобы было в итоге, вы еще провяжете 2 ряда точно таким же образом. Сейчас, когда в итоге на спицах я получила 17 петель, получается, что верхняя часть мыска у меня провязана 6 платочных дорожек, а вот это вот, где подошва, этот участок у меня провязан 5 платочных дорожек. Поэтому, чтобы этих платочных дорожек и сверху, и снизу у меня было одинаково, сейчас получается 2 ряда лицевой и изнаночный я провяжу без прибавок. И я сейчас покажу, каким образом я это буду делать, так как дальше этим же способом мы будем вывязывать вот нитью розового цвета остальную часть подошвы. Смотрите, первую кромочную петлю я сейчас просто снимаю. И все остальные петли я провязываю лицевыми, не довязывая до конца этого ряда 2 петель. Когда в конце ряда у нас остается 2 последних петли, этих 2 петли я провязываю 2 вместе лицевой петлей, вот. После чего поднимаю следующую кромочную петлю и ту стенку, которая расположена ближе к изнаночной стороне. И эту кромочную поднятую петлю провязываю изнаночной. То есть тем самым количество петель у нас сохраняется. Но мы продолжаем поднимать петли в конце каждого ряда вот именно из кромочных. Но теперь прибавлять петли нам не нужно. Поэтому мы в конце каждого ряда сначала провяжем 2 петли вместе, после чего поднимем следующую кромочную петлю. Смотрите, на самом деле все просто, главное быть внимательными. Поэтому вяжу изнаночный ряд. Опять первую кромочную петлю просто снимаю. Все остальные петли я провязываю лицевыми. Опять не довязывая до конца этого ряда последних 2 петель. Когда в конце ряда вот у меня остается 2 петли. В начале эти 2 петли я провязываю 2 вместе лицевой петлей, после чего сейчас подниму следующую кромочную петлю за ту стенку, которая расположена ближе к изнаночной стороне. И эту поднятую петлю я провяжу изнаночной. И вязание сразу переворачиваю сейчас на лицевую сторону. То есть сейчас голубым цветом получается у меня провязано 6 платочных дорожек здесь и 6 платочных дорожек здесь. И вот здесь нить голубого цвета от моточка мы можем обрезать. И далее, смотрите, если вы также вяжете носочки цветные, как и я, то я говорила, что вот эту ниточку, где я закончила вязать вот этот основной узор, здесь я не обрываю. И как раз таки вот я дошла до вот этой нити. Я беру эту нить и сейчас продолжать вязать подошву я буду вот как раз таки этой ниточкой. То есть продолжать вязать я буду сейчас розовой нитью, точно таким же образом, как я сейчас провязала последнюю платочную дорожку голубым цветом. Первую петлю я сейчас просто снимаю. Далее все остальные петли я провязываю лицевыми, не довязывая до конца этого ряда последних 2 петель. Когда в конце ряда у меня остается 2 петли, этих 2 петли в начале вот я провязываю 2 вместе лицевой петлей,
После чего сейчас вот поднимаю следующую кромочную петлю за ту стенку, которая расположена ближе к изнаночной стороне. И эту петлю я провязываю сейчас изнаночной. И вязание переворачиваю на изнаночную сторону. И вяжу теперь, получается, изнаночный ряд точно таким же образом. Первую петлю снимаю. И все остальные петли до конца этого ряда я провязываю лицевыми, не довязывая опять последних 2 петель. Когда в конце ряда осталось вот 2 последние петельки, их я провязываю 2 вместе лицевой петлей, после чего смотрю нашу следующую кромочную петельку. То есть здесь кончики я подтягиваю. Вот наша следующая кромочная петля и та стенка, которая расположена ближе к изнаночной стороне. И эту петлю я провязываю изнаночной. Все, таким образом мы дальше продолжаем вязать нашу подошву. Обязательно смотрим, чтобы количество петель, которые мы вот отдали на подошву, у нас сохранялось. То есть в моем случае это 17 петель. У вас, соответственно, может быть 19 петель вы отдали на подошву. Итак, я сейчас буду вязать вот эту длину подошвы до пятки. Как нам понять, сколько нам провязать это расстояние? Это расстояние мы должны провязать примерно до щиколотки, которая вот у нас идет на ноге. То есть вот эта большая косточка. Далее, когда мы довяжем вот примерно до щиколотки, мы приступим к вывязыванию пятки. Или сейчас, смотрите, если у меня пересчитать, у меня здесь провязано 18 платочных дорожек. Поэтому я сейчас за кадром вывяжу вот эту высоту полотна, далее измерю ее в сантиметрах. Итак, смотрите, вот я вывязала длину подошвы. Как я говорила, здесь у меня провязано 18 платочных дорожек. И давайте сразу измерим этот участок в сантиметрах. Сразу скажу, что у меня полотно лежит в ровном, не растянутом виде. То есть вот этот участок до мыска, вот этого у нас провязан, ну вот ориентировочно где-то 10,5 сантиметров. Или вот смотрите, я сейчас просто второй блокатор этот приложу. То есть вот я довязала примерно до вот участка, где у нас идет вот эта вот щиколотка, большая косточка. Дальше мы сейчас будем вывязывать пятку. Пятку я сейчас буду вязать нитью контрастного цвета, поэтому опять же из середины моточка я достаю нить синего цвета. Кончик я просто прикладываю к краю и приступаю к вязанию первого ряда. Первую петлю я сейчас просто снимаю. Следующих 2 петли я буду провязывать 2 вместе лицевой петлей. Далее все остальные петли я вяжу лицевыми, не довязывая до конца этого ряда 3 последних петель. Когда в конце ряда у нас остается 3 последних петли, первую и вторую петлю я провязываю 2 вместе лицевой петлей. И последнюю кромочную петлю я провязываю изнаночной. То есть сейчас кромочные петли вот этого нашего основного полотна мы не трогаем. Пятку мы вяжем поворотными рядами, убавляя по одной петли в начале и конце каждого лицевого ряда. То есть точно таким же образом, как здесь мы вязали мысок. Значит, с изнаночной стороны никаких убавлений мы делать не будем. Здесь мы первую петлю просто снимаем, и все остальные петли до конца этого ряда мы провязываем лицевыми. То есть убавлять петли мы будем только в лицевом ряду. Таким образом, смотрите, на спицах здесь у меня расположено 17 петель. Эти 17 петель я также делю на 3 части. И в итоге это у меня получается 6 петель одна боковая часть, 6 петель вторая боковая часть и 5 петель центральная часть. То есть таким образом в каждом лицевом ряду я буду убавлять петли до тех пор, пока на спицах у меня не останется 5 петель. Итак, смотрите, вот я провязала участок пятки. Вот такой треугольник у меня сейчас получился. То есть я делала убавление, как я сказала, до тех пор, пока вот в моем случае на спицах у меня не останется 5 петель. То есть, соответственно, если вы вязали подошву не из 17 петель, а из 19, то вы ваше полотно должны были разделить вот точно таким же образом, как вот здесь мы с вами делили мысок. Теперь, опять же, точно таким же образом, как мы вывязывали вот обратно наш мысок, вот прибавляя в конце каждого ряда по одной
петли мы сейчас точно так же будем вязать и эту пятку. Давайте несколько рядов провяжем вместе, далее продолжите вязать самостоятельно. То есть вот вязание у меня расположено лицевой стороной вверх. Первую кромочную петлю я снимаю. Далее все остальные петли я провязываю лицевыми. И вот эту последнюю петлю я также провязываю лицевой. Далее смотрю. Вот наша идет кромочная петля, которую я сейчас поднимаю за ту стенку петли, которая расположена ближе к изнаночной стороне. И эту кромочную петлю я сейчас провязываю изнаночной. Тем самым мы прибавили одну петельку. Вязание переворачиваю на изнаночную сторону. И с изнаночной стороны первую петлю я снимаю. Все остальные петли я провязываю лицевыми. Последнюю петлю я также сейчас провязываю лицевой. После чего поднимаю следующую кромочную петлю за ту стенку, которая расположена ближе к изнаночной стороне. И эту петлю поднятую провязываю изнаночной. Таким образом мы дальше продолжаем вязать вторую часть пятки, прибавляя в конце каждого ряда одну петлю из кромочной. До тех пор, пока на спицах у меня сейчас не будет вот 17 петель. Вот я сейчас провязываю последних несколько рядов, то есть вот 16 петлю я прибавляю из вот этой петельки, я ее сейчас вот здесь провязываю изнаночной. Вязание разворачиваю на изнаночную сторону и с изнаночной стороны опять провязываю вот все петли лицевые и в конце сейчас подниму последнюю 17 петлю. То есть вот лицевая, и вот здесь из этой вот первой розовой петли я сейчас поднимаю эту кромочную петельку и провязываю также изнаночной петлей. И это я сейчас вот вывязала чашечку пятки. Вот здесь нить голубого цвета от моточка я обрезаю. Теперь вот эти все кончики я кладу вовнутрь, и вот эту ниточку от моточка розового цвета здесь я не обрезала. Я дальше продолжаю вязать вот эту верхнюю часть носочка. Вот этот участок я сейчас буду провязывать. Значит, смотрите, вот этот участок я также сейчас вяжу, видите, вот этим нашим основным узором. На спицах у меня 17 петель. Для этого узора мне сейчас необходимо 19 петель, поэтому сейчас равномерно в этом ряду я прибавлю 2 петли. Соответственно, если вы вязали подошву из 19 петель, в итоге здесь у вас также должно получиться 19 петель, и, соответственно, никаких прибавлений вам делать в этом случае не нужно. Поэтому я сейчас после пятки сразу приступаю к вязанию первого ряда основного узора. Первую петлю я сейчас просто снимаю, не провязывая. Далее у меня идет 1 петля изнаночная, 3 петли лицевых, 1, 2, 3. И опять 1 петля изнаночная, 3 петли лицевых. 1 изнаночная. Здесь давайте сделаем первое прибавление. То есть 1 лицевая. Далее поднимаю протяжку, одеваю эту протяжку на левую спицу и за переднюю короткую стенку провязываю вот лицевой петлей. 2 лицевая петля и, соответственно, первое прибавление. И 3 лицевая петля. 1 петля изнаночная. 1 лицевая, опять поднимаю протяжку, одеваю эту протяжку на левую спицу и провязываю лицевой петлей за переднюю короткую стенку. Тем самым получаю второе прибавление и вот вторую провязанную лицевую петлю. Провязываю сейчас 3-ю лицевую петлю. И на спицах у нас осталось вот последних 2 петли. В конце получается ряда. Вот у меня получилось изнаночная, 3 лицевых и 2 осталось петли. Этих 2 петли я сейчас провязываю 2 вместе изнаночной петлей. После чего сейчас вот здесь где-нибудь в этом вот промежутке я подниму кромочную петлю. И эту петлю я сейчас провяжу изнаночной. То есть мы сейчас также в конце каждого ряда продолжаем поднимать вот эти вот наши кромочные петельки. Вязание переворачиваю на изнаночную сторону и с изнаночной стороны. Первую петлю я снимаю. Далее 1 лицевая, 3 петли изнаночных. 1 лицевая, 3 петли изнаночных. Лицевая, 3 петли изнаночных. То есть так мы вяжем, провязывая все петли по рисунку, не довязывая последних 2 петель.
Когда в конце ряда у нас остается последних 2 петли, первую и вторую петлю я провязываю 2 вместе лицевой петлей, это в изнаночном ряду, после чего поднимаю следующую вот здесь вот кромочную петлю, то есть первый раз после пятки я поднимаю вот здесь в этом стыке, где у нас получились такие протяжки между двумя вот этими участками полотна, и эту вот петлю я сейчас провязываю и изнаночной. И вязание переворачиваю, получается, на лицевую сторону. Смотрите, вот этот участок, который мы сейчас будем провязывать, то есть от пятки до резинки, у каждого из нас может отличаться. То есть у кого-то этого участка может совсем не быть. То есть если, к примеру, при вот измерении, скажем так, нужной длины носка, то есть вот этой передней части, вы решили, чтобы носочки были короткие. Поэтому в этом случае у вас может получиться после пятки начинается сразу резинка. Поэтому после пятки вы сразу, соответственно, продолжаете вязать эту резинку. Соответственно, если, к примеру, вы измеряли так, что данные носочки вы хотели, чтобы были более длинными, то и вот этот участок, который мы сейчас провязываем, может получиться такой более высокий. Поэтому здесь после пятки вот до резинки вот этот участок у каждого из нас может отличаться, а у кого-то может этого участка и совсем не быть. Это нормально и правильно. То есть здесь этот момент на самом деле не принципиален. Он влияет лишь на высоту вот этой верхней части носка. Ну а я приступаю к вязанию третьего ряда основного узора. Первую петлю я просто снимаю сейчас. Далее я провязываю одну петлю изнаночную. И вот идут у нас 3 лицевых петли. Первую петлю я снимаю, вторую провязываю лицевой, третью петлю провязываю лицевой и первую снятую протягиваю и спускаю через 2 провязанных петли. Далее у меня идет 1 изнаночная петля. Опять петлю сняла, следующих 2 петли провязала лицевыми, и петельку эту я снимаю и спускаю через 2 провязанных петли. То есть это так, как мы вязали, и вот здесь основной узор у нашего носка. Здесь единственное будет отличие, что вот мы вяжем наш основной узор до тех пор, пока в конце каждого ряда и лицевого, и изнаночного у нас не остается последних 2 петли. Последних 2 петли в лицевом ряду я провязываю вот как раз по рисунку 2 вместе изнаночной петлей. Тем самым мы сокращаем как бы одну петлю, но в конце каждого ряда мы поднимаем одну петлю из кромочной за ту стенку, которая расположена ближе к изнаночной стороне. И эту поднятую петлю я провязываю изнаночной. Тем самым вот у нас на спицах расположено ровно 19 петель. И опять вот вяжу, получается 4-й ряд основного узора. Первую петлю я снимаю, значит 1 петля лицевая, 1 петля изнаночная. Далее я делаю накид, рабочую нить набрасываю на правую спицу к себе и еще 1 изнаночная петля. И далее повторяется 1 лицевая, 1 изнаночная, накид и 1 изнаночная петля. То есть так я вяжу этот 4-й ряд до конца, опять не довязывая последних вот этих 2 петли. В конце ряда вот у меня получилось 1 изнаночная, накид, 1 изнаночная и последних 2 петли. Последних 2 петли вот в изнаночном ряду по рисунку я их провязываю 2 вместе лицевой петлей, после чего поднимаю следующую кромочную петлю за ту стенку, которая расположена ближе к изнаночной стороне. И эту петлю я провязываю изнаночной. И на спицах у меня по-прежнему получается 19 петель. То есть таким образом мы продолжаем вязать наш основной узор вот этого полотна до резинки. В конце каждого ряда мы провязываем в начале 2 петли вместе. В лицевом ряду мы эти 2 петли провязываем изнаночными, в изнаночном ряду эти 2 петли мы провязываем 2 вместе лицевой петлей. После 2 провязанных петель мы всегда поднимаем вот по порядку следующую кромочную петлю за ту стенку, которая расположена ближе к изнаночной стороне. Итак, смотрите, вот я провязала заднюю часть до резинки, и это получилось у меня, я провязала здесь 2,5 раппорта.
И вот как раз дальше идет вот эта моя резинка. И мы с вами практически на финишной прямой. То есть вот эту нить розового цвета вот здесь от моточка я могу уже обрезать. Смотрите, я вам говорила, что когда я связала резинку, вот здесь ниточку от моточка я обрывать не буду. Но я говорила, что этот момент не принципиальный, поэтому если вы здесь ниточку от моточка обрезали, то, соответственно, берем сейчас нить от моточка синего цвета, кончик прикладываем просто к краю и приступаем к вязанию первого ряда резинки. Ну, значит, смотрите, вот этот участок резинки я вязала из 18 петель. Когда мы будем вязать резинку в обратном направлении, более красиво будут смотреться вот эти вот кромочные края, когда вот с одной стороны у нас четное количество петель, а с другой стороны нечетное количество петель. Поэтому как раз таки на спицах у меня 19 петель, и из этих 19 петель я и буду вывязывать резинку. Единственное, я сейчас резинку буду вывязывать вот как раз таки спицами 3 миллиметра. Поэтому первую петельку я сейчас снимаю, и всегда после первой снятой петли следующую петлю я провязываю изнаночной в лицевом вот ряду. То есть кромочная, изнаночная, 1 лицевая и 1 изнаночная, 1 лицевая и 1 изнаночная петля. Таким образом я сейчас вяжу резинку 1 на 1 в лицевом ряду, не довязывая одну последнюю петельку. Вот в конце ряда у меня получается изнаночная, лицевая, изнаночная петля, и осталась 1 последняя петелька. Эту петлю я вначале пересниму с левой спицы на правую, после чего подниму вот следующую кромочную петлю. Это как раз у меня получается синяя вот петелька за ту стенку, которая расположена ближе к изнаночной стороне. Далее последнюю переснятую петлю возвращаю обратно, и вот в лицевом ряду, то есть петлю от полотна и кромочную петлю, которую мы подняли, мы провяжем 2 вместе лицевой петлей. И сразу вязание переворачиваю на изнаночную сторону. Беру вторую спицу 3 миллиметра и вяжу резинку с изнаночной стороны. Первую петлю я снимаю. Далее все петли я провязываю по рисунку. То есть лицевые лицевыми, изнаночные изнаночными, не довязывая одну последнюю петлю. То есть вот изнаночная, лицевая, и вот осталась 1 последняя петелька. Эту последнюю петлю я также вначале переснимаю с левой спицы на правую. Далее поднимаю следующую кромочную петлю за ту стенку, которая расположена ближе к изнаночной стороне. Петлю возвращаю обратно, и в изнаночном ряду вот этих 2 петли я сейчас провяжу как раз по рисунку 2 вместе изнаночной петлей. И далее наше вязание будет повторяться. То есть еще один раз показываю. Первую петлю я снимаю, и далее я вяжу резинку. То есть 1 петля изнаночная, 1 петля лицевая. То есть петли как идут, так я их и провязываю. Так я вяжу, не довязывая опять 1 последнюю петлю. Когда в конце ряда у меня остается последняя петля, я ее вначале переснимаю на правую спицу, далее поднимаю следующую кромочную петлю, петлю, которую я переснимала, возвращаю обратно, и в лицевом ряду этих 2 петли я провяжу 2 вместе лицевой петлей, и вязание переворачиваю на изнаночную сторону. С изнаночной стороны опять, значит, все петли я провязываю по рисунку, то есть фактически дальше продолжаю вязать резинку 1 на 1, опять не довязывая одну последнюю кромочную петлю. Когда в конце ряда у нас остается 1 петля, эту петлю я переснимаю, после чего поднимаю вот следующую кромочную петлю, петлю возвращаю обратно, и в изнаночном ряду этих 2 петли я провяжу сейчас 2 вместе изнаночной петлей. Таким образом мы дальше продолжаем вязать резинку 1 на 1 по той схеме, которую я вам только что показала. Итак, мы вяжем вот фактически на всю высоту
нашего полотна. Получается, что начинали убавлять мы петли с этой стороны, поэтому здесь, когда я подниму последнюю кромочную петельку, и в изнаночном ряду нам останется провязать изнаночный ряд и поднять вот здесь последнюю кромочную петлю, на этом моменте я подключусь, и вот как раз таки последний изнаночный ряд, в тот момент, когда нам останется с этой стороны поднять последнюю петлю, я подключусь, так как в последнем ряду мы закроем петли и вот как раз таки в конце поднимем последнюю петельку. Итак, смотрите, вот я вывязала всю высоту резинки, то есть сразу вот такие вот красивые аккуратные края у нас получаются с одной, соответственно, и вот с другой стороны. С этой стороны я подняла сейчас последнюю кромочную петельку, и вот здесь у меня, видите, осталось поднять одну последнюю петлю. Вязание у меня сейчас вот расположено, получается, изнаночной стороной вверх. И теперь мы приступаем к закрытию петель. Петли эти я сейчас буду закрывать с помощью накидов, для того, чтобы край вот этот, куда ребенок будет вот вставлять ногу, был максимально эластичный. Поэтому первую петлю я просто снимаю. Далее я делаю накид, то есть рабочую нить набрасываю на правую спицу от себя. И следующую петлю я провязываю лицевой. Далее накид сначала, вот я протягиваю и спускаю через только что провязанную петлю. И петлю, которая была на спице, протягиваю и спускаю через провязанную петлю. То есть еще раз, петля на спице, делаю накид. Далее по рисунку следующую петлю я провязываю изнаночной. После чего накид протягиваю и спускаю через провязанную изнаночную петлю. И петля, которая была на спице, также протягиваю и спускаю через изнаночную петлю. И опять петля на спице, накид, одна лицевая, накид протянула и спустила. И петлю, которая была на спице, протянула и спустила. Таким образом мы закрываем все эти петли. И вот смотрите, я закрыла все эти петли, и у меня осталась одна последняя петля на правой спице и одна последняя петля на левой спице. Значит, вот эту последнюю петлю на левой спице я ее просто переснимаю в начале на правую спицу. Далее поднимаю последнюю кромочную петлю. Вот она у нас идет. Петлю возвращаю обратно, которую я переснимала на правую спицу. И вот теперь получается... Последних вот этих две петли я сейчас провяжу в изнаночном ряду 2 вместе вот лицевой петлей, и петля, которая была вот на спице, я ее протягиваю и спускаю через вот этих 2 только что провязанных петли. Далее петельку вот эту я вынимаю подлиннее, и вот здесь ниточку от моточка я обрезаю. И теперь можно или, смотрите, в эту петельку я продеваю ниточку, которую обрезала от моточка, или я сейчас беру и вот эту вот ниточку, вот петельку тяну и ниточку просто вытаскиваю, для того, чтобы край здесь был максимально красивый и аккуратный. Вот эти вот кончики я беру, все затягиваю. Вот у нас их 2 от начала фактически и от конца вязания. И дальше 2 этих кончика я прячу по изнаночной стороне вот здесь вдоль этого шва. Далее мы наши носочки выворачиваем на изнаночную сторону. И все кончики, которые у нас есть, мы прячем по изнаночной стороне самостоятельно любым удобным для вас способом. И вот, друзья, после того, как по изнаночной стороне мы спрятали кончики, наши носочки в принципе готовы. Единственное, смотрите, какой момент у вас может выйти и что с этим делать. Смотрите, вот здесь в этом стыке могут получаться дырочки больше или меньше. Вот здесь они у меня чуть меньше, видите, вот здесь эта дырочка чуть больше. Поэтому здесь просто можно взять, вставить нить, вот допустим в моем случае розового цвета, в иголку с большим ушком, и вот эти участки взять по изнаночной стороне, аккуратно подшить. Вот здесь я это так и делала. Видите, в этом случае получается красивый и аккуратный вот здесь вот эти уголки, стыки. Поэтому, друзья, надеюсь, данный мастер-класс был для вас полезным и понятным. Поэтому обязательно поддержите это видео пальчиком вверх. Подписывайтесь на мой канал.
Ну а мы с вами будем прощаться. Обязательно еще встретимся с вами в новых наших видео. Всем большое спасибо за просмотр и всем пока-пока.